Ящерица и хвост. Фронтмен третьесортной группы «Ящерица» Матвей Карагодский жил себе и не тужил. Сипел, свято веря, что поет, сыграл в парочке сериалов сильно бухающих оперов, тусил в клубах, в общем, не кисло жил. Даже мужская несостоятельность один раз в месяц 45 секунд не отравляла жизнь, а просто стала так привычно, как цвет глаз или размер ноги. Корпоративы приносили неплохие деньги. Почему-то после сериалов на корпоративы стали приглашать часто. Видимо, образы, созданные Матвеем, были близки широким слоям населения. И жить бы, Матюше, не тужить, но кризис среднего возраста – это такой зверь, что даже если нет его, то нужно придумать. И у Матвея зародилась такая мечта-идея стать не просто челом, которого по телеку показывали, а реально узнаваемым. Чтобы девчонки у подъезда дежурили и за автограф дрались. Матвей собрал волю в кулак, доделал песни, которые нередко записывал на сигаретных пачках и на обрывках газет. За полгода таких черновиков накопилось изрядно. Неделю он почти не спал, пил только крепчайший чай и работал. 7 песен довел до ума. И явился на репетицию как именинник. Песни вышли хорошие. Группа, соскучившаяся по творческой обстановке, с воодушевлением репетировала. За несколько месяцев группа подготовила новую программу, но за время репетиций их совсем забыли. И на корпоративы звали редко, и на сборные концерты вообще звать перестали. И тут Белла, жена и боевая подруга Матвея, холодная, как зима на полюсе и безотказная, как револьвер, придумала хитрый план. Она четко рассудила, что дешевле всего сочинить что-то скандальное, и поскольку Матвей был аполитичен, скандал должен быть на сексуальной почве. Собственно, с сексуальным портретом было еще хуже, но эту тайну Белла не выдала бы даже под пытками. Матвей мог бы сниматься в порно. Хорошая мужская фигура, детородный орган, просто заглядение. А если бы он еще этим органом что-то сделать смог, вообще бы цены ему не было. Короче, умная Белла сразу же отмела все скандалы, связанные с адюльтером, нестандартной однополой любовью, переодеваниями в женское белье и свингерскими вечеринками. Этими шутками уже никого не удивишь. Белла думала всю ночь, и под утро мозг посетила гениальная мысль. Она еле дождалась, пока Матвей проснулся, сделала ему горячих бутеров, заварила кофе, и когда Матвей, блаженно жмурясь, отхлебнул из чашки, Белла выпалила: «Тебе нужно укоротить член». Матвей надсадно закашлялся. «Какое утро испортила выдра!» Смахивая слезы, подумал Матвей. Белла стукнула его по спине пару раз и, не давая возразить, продолжала: «Придурок, не вправду! Для сплетен нужно запустить такую инфу. Пусть журналисты раздуют эту новость». И вязально-плетельная интрижная машина закрутилась. Пошла брехня по селу, а слухи к журналистам. Белла умела проболтаться так, что слухи с ювелирной точностью попадали в те уши, в которые нужно. И вот спустя 3 дня, когда Матвей и Белла дошли до поликлиники, там они встретили и журналистов, и околожурналистских элементов, словом, всех тех, кто кует новости, которые называют папарацци, желтой прессой, но без них вроде бы скучно уже, хотя с ними тоже не весело. После поцелуев воздуха и неискренних улыбок начался спектакль. Белла упивалась своим режиссерским талантом. Ну еще бы, все как по нотам. «Какими судьбами? Матвей, выглядишь супер! Неужели ты заболел?» Мы тут с Белкой посоветовались, и я решил, что надоело мне полкилограмма лишних в штанах таскать. Буду укорачивать детородный орган. Мне и 20 сантиметров вполне хватит. Толпа зацокала языками, округлила глаза и задумчиво разбрелась по домам. И Матвей вскоре стал героем всех светских сплетен. Да и ящерица стала запредельно популярной, особенно песня из новой программы про маленькую ящерицу, которая теряет хвост, но потом он отрастает вновь. Группа во главе с Матвеем ковала бабосы, Белла создавала уют и в свободное время присутствовала на концертах. Все шло по ее продуманному плану. Вот только стоило уже как-то закруглить историю с операцией. То есть так же красиво, как вошли в эту легенду, выйти из нее. На очередном пати
Посвященному то ли Хэллоуину, то ли очередному витку моды, Белла, лениво поглощая устрицу, попала под перекрестный огонь двух пиарщиц, которые засыпали ее вопросами про операцию, клинику и дату, когда же совершится это эпохальное событие. Но Белла таких пиарщиц на завтрак ела дюжинами. Она лениво пожевала устрицу, зацепила тарталетку с черной икрой и только после тщательного прожевывания лениво начала делиться информацией. Видите ли, Матвей очень серьезно относится к своему здоровью, а в этой клинике только деньги вымогать умеют. И самое неприятное, там перед операцией нужно сдать кучу анализов и подписать кучу бумаг. И среди этого множества бумаг самое страшное – это договор, что при любом раскладе к врачам мы претензий иметь не будем. То есть они там что угодно делать будут, а мы никаких претензий? Нет, мы так не согласны. Потерпим уж как-нибудь. Белла трагически вздохнула и зацепила блинчик с лососем. Так закончилась эпопея с раскруткой новой программы. К хирургу, в конце концов, попала Белла. Ей поправили бюст и омолодили веки. Теперь муж у Беллы популярная личность. Только по имени его редко называют. После истории с укорачиванием его так и называют чаще всего – «Хвост». Так и объявляют на концертах. Группа «Ящерица» и «Хвост».